Привет всем! Привет, друзья! А сегодня наше видео будет посвящено драгоценным камням. И сегодня мы приехали к нашему другу Александру. По-индийски, забыл, как его зовут. Ну, по-русски я его зову Александр. Да. Немножко разговаривает по-русски. Он занимается ювелирными украшениями. У них фамильный бизнес. Более 45 лет. У них несколько магазинов, сеть открыта по Гоа. Ну, а сейчас мы в один из магазинов с ним пройдем. Он покажет нам камушки, расскажет. Так что обязательно оставайтесь с нами, потому что это будет очень интересно. Так, находится он недалеко от нас, от Битал Батима. Отель это называется при отеле Алагуа. Вот мы наш байк припарковали. И сразу перед вами вот такая вот большая, огромная вывеска, которую вы увидите прямо издалека. Мамта Традерс. Снимай, пойдем. И встречает нас хозяин. Привет. Так, у меня один вопрос. Скажи, как по-индийски твое имя правильно? Ашик. Ашик. Ну, если можно, сюда поставишь, тогда тут будет лучше видно. Это камни натуральные. Смотрите, вот это все натуральные камни. Мы сами гранка делаем, сами. Да. Любой форма. Это фамильный бизнес, да? Любой форма можно делать через заказ. Специальный, какой вес, какой гранка, какой камень. Это специальные, когда нужен такие, ну, бывают же украшения специальные. Там надо специальный гранка камни. Ну ты покажешь нам, надеюсь, как это все делается, производство их? Это я вам, это есть, ну, где мы работаем. Ну, где работаете? Где работаю, я вам там буду все показывать, как мы это все делаем. Как камень, как украшения делаем, это я все вам покажу. Так, вот, а сейчас вот расскажи. Топаз, это вот топаз, да? натуральный топаз, вот целая штука, он примерно стоит $700. Вот это. Вот твой, это да? камень. Она голубой топаз, Голубой топаз. больше 100 карат. Больше 100 карат, 100 да? карат. Это полудрагоценные камни, это лимоны, это желтые, это сафир, там бирюза. Это тоже топаз, но лимон, да? Лимон и топаз. Топаз, Ну, да. самое, если вот Россия больше любит, вот голубой топаз. Голубой, Это да. российские камни, это не индийские. А сапфир? Сафир вот здесь. А вот именно индийские камни, Вот. какие здесь добывают и какими ты И торгуешь? Индия бывает вот сафир, Сапфир. алмаз, бирюза, розовый кварц, лазурит. Это индийский, вот есть дымчатый кварц. Гранат, самый лучший полудрагоценный камень, это индийский, это гранат. Самый хороший. Гранат, Вот они, цвет. вот они, вот такой, Ну. они как И вот стоимость такого круглые, камня. они бывают вот все гранат. Это вот не ограненный камень, да? Это называется кабушан. Кабушан без, ну она гранка, только полирует. А, полировка. А по-другому. А вот этот сколько примерно гранат? Это гранат, это будет примерно 25 карат. И гостиница 25, примерно вот это камень $30 стоит. Крупный камень, она очень редко бывает. Маленький размер, полудрагоценный, проблема нет, это уже килограмма. Это проблема. Когда целый, крупный, она стоит необычно. Это вот как здесь это пока, она нигде, она редко в магазине бывает. Когда большая фирма будет, она такой больше камень, она стоит. Она стоит. Это, А куда вот такой можно будет это использоваться? подвески, Это подвеска, кулон, вот мы да? делаем вот такую подвеску, примерно вот такой, это лимонный топаз. Потом, если, Очень красиво, да? вот, Переливается на солнце. вот бывает, потом вот мы делаем через заказ, если кому надо, специально вот голубой топаз. Да, вот изделия тоже, они, кстати, тоже, видите, производят. Пусть она вот так, она крупная. Только вот тут цвет, по-моему, Это чуть-чуть больше. светлый, это светлый. бывает чуть-чуть, но это молодой, читаемся, когда камень. Она, когда светлый, она дешевле, когда темный, это дороже. Вот потом еще дороже будет вот самый темный цвет, она будет вот. Это подвеска, вот надо. Так, и вот такая подвеска, это самый темный топаз, да? Да. Вот видите, какой он это. И сколько вот он стоит? Это стоит $400. Это здесь крошка бриллиант, камень целый.
она здесь камень стоит хороший, ну, примерно $200 стоит. $200. 200, А только есть- камень. Да, Только камень. камень. А А с набор вот подвеской? И набор вот это стоит $450, потому что здесь есть серебро и крошка бриллиант. А, и крошка бриллианта. Вот Она смотрите, что, она крошка? переливается. А вот это вот сама цепочка, Это, это серебро. это серебро. Это простенько бывает, она можно менять. Это только подвеска мы делали уже красиво для цепочка, можно там другое, можно любое. Подвеска, конечно, очень такая впечатляет. Ну, очень красивая подвеска. Реально очень красивая. Играет, да, как? Мгм. Это бывает камни все танзанит. Вот она вот это кольца. Это очень редко, только это не тоже не индийский камень, это бывает танзанит. Танзанит. Танзанит, она $3000 кольца стоит. А конкретно вот это кольцо сколько стоит? $3000. $3000. Камень там только стоит примерно $1700. Остальные потом золото, белозолото И крошка. алмаз. И крошка, да, здесь крошка, получается? и это крошка. всё? Самый хороший качественный. Но все равно, когда камень будет хороший, ценится будет хороший. Вот потом бывает вот такие камни, это полудрагоценные. Выше. Да. Это желтый топаз. Это полудрагоценный камень. Полудрагоценные камни, желтый топаз, любовь гранка, они бывают, вот потом бывает вот это тоже аметист. Это вот аметист, да? Аметист, здесь желтый топаз и рак топаз. Это тоже для кулонов, наверное, Это да? самая интересная Капелька. штука. Это не перевод, это аметист. Аметист. Это уже я говорю. Это изделие. Это изделие. А это что ты говоришь, интересная штука, что она? Это гранка. Такой гранка. гранка. Редкая гранка. Это редко, она тяжелая найти. Вот такие, это вот желтый топаз, вот такие, это много везде. Вот такие. Вот мне лежит там. Ну вот это специально мы гранка делаем, когда нужен. Это очень тяжело найти, вот эта гранка. Это подвески, да? Кулоны, Подвеска, кулоны. бывает сырочка, бывает, сырожка, она точно, да. специально мы гранка делаем. А вот сколько будет по стоимости, например? Она такого? по карат бывает вес. Вот голубой топаз еще. Такой качественный вот все. Очень красиво. Вот голубой вот этот. Голубой, очень они красивый. всякие бывают. Почему у нас в России любят? А вот смотри, Посмотри, тоже, какой да? красивый. Это же подвеска кулон. Вот этот. Вот это вот вообще красота. Для кулонов. Если, допустим, комплект делать, да? Но это он очень тяжелый. Сережки. Очень тяжелый. Нет, это бывает, Ну. бывает. Камни, это все полудрагоценные камни. Это Я- полудрагоценная, да? Лимонный топаз, такой целый. Это вот большой, да? Да. Это сколько? Это карат, наверное, там 150. Целая штука, она камень натурал, лимон. Она полудрагоценная считает. Потом бывает драгоценные камни. Драгоценные камни, Ну-ка, они... подержи. И сколько вот такой примерно будет стоить? Она полудрагоценный камень, она будет примерно $150, 170. Это повесим, аккуратная цена, Это сто- $150 с камень. Камень, да? Камень. Она полудрагоценная. Это полуторка. Полудрагоценная. Ну, Потом, все равно, ребята, смотрите, вот такой камушек $150. Темный. вот это я уже, чуть-чуть я уже дороже. сделал, вот мы уже сделали, вот камень и золото 585 проба, и кому как понравится. И сколько тогда получится вот такой Это вот на подвеска получается, это $270 я продаю. Ну, Это как? Аквамарин. аквамарин. Но он менее ценится, чем топаза, да? Нет, это король. Это чуть-чуть дороже, чем дороже? топаз. Аквамарин. Видно по одинаковой, ну, стоит, конечно, это другой family, это берел. Как замруд, это семейный замруд называется, берел. Берел это аквамарин. Потом будет камни, натураль, это драгоценные камни, она будет сафир, вот, Это уже драгоценный. это да? драгоценный камень. Вот это уже, ребята, сапфир. Там много свет бывает. Сафир И откуда? Это шри-ланканский, считается хороший. Есть кашмиранский, где мы живем. Самый очень дорогий сафир это кашмиран. Самый первый номер. Это Шри-Ланкан, второй номер. Второй. Возле Кашмир
И бывает сафир самый хороший, это шри-ланканский. Вот он. А сколько такой вот маленький, допустим, Это стоит маленький, будет? это карат стоит здесь, 1 карат стоит это $50-60. Но примерно вот это каратник. Или Да, меньше да. чуть-чуть. Ну, это где-то около карата, да? Карат. Она $50-60 будет стоить. Если она только камень. Если сделанная, цена растет. Пока Да, она изделия, только камень. конечно, да, изделия, понятно, что они дороже. Они вот И, еще ребята, напомню, подожди, можно, Саня, я перебью. Если я правильно, 1 карат это 0,20 грамма, правильно? это 5 карат, получается Грамм. 1 грамм. Ну, значит, 0,20 грамма, да. 5 карат это 1 грамм, значит, правильно я это все это так сказал. Вот это бангкокский. Такие Бангкокские хуже, да, получается? Ну не хуже, там они ценятся тоже, но по считают, качеству. когда камень сама красивая, ну это когда камень качество, они сразу понимают. Это оно влияет, когда обрабатываешь, да? Когда идет обработка камня в изделии. Натуральный камень все не греет ничего. Они бывают, вот это все разные. Это, если я буду себе показывать, это тогда там целые 3-5 дней надо. Нет, ты Еще пока... не хватает. Нет, ты такие самые такие хорошие там вот. Вот из- тот же сафир. Ой, Это сапфир, красивый. да? Тот же сафир, без огранка, они... Это вот без огранки, да? Это ну, без огранка. Это Это полироль, называется кабушан. Кабушан натуральный шри-ланканский. Это вот просто верхушка полированная, а сзади, вот видите, она вот такой вот камень. Любой в камне можно, вот эту пачку здесь, мы берем, вот, это тоже сафир, это считаемся натуральный, самый хороший цвет, но еще дорогие. Розовый. Розовый сафир, ну, дорогие, маленькие, но дороже. Покажи, которые твои самые любимые, которые Любимые- самые и продаваемые. Продавать это надо Да, и ищи. самые продаваемые, чтобы... Нет, Потому что их тут, правда, все не пересмотреть, их очень много, конечно. Вот я людей могу вам интересует показать самый бриллиант- дорогий сафир, как она бывает. Без сигарет, без него. Она... без огранки, просто камень. Это ювелирный сразу понимает, что это. Вот это желтый сафир. Это желтый сапфир. Желтый, красиво. Тоже интересная штука. А есть у тебя такой камень, чтобы можно было сравнить, который просто камень, а который уже полированная огранка сделана? Простых камней таких Простых- нету. Это вот большой ты показывал, да, вот тот. А как он Это называется? полдорога лабрадор. Лабрадор называется. Это целая штука. Потом, когда мы гранка делаем, получается вот так. Это один камень. Один камень. Вот. Это уже вот после огранки. После гранка получается вот такие примерно вот. Смотрите, ребята. Это гранка. Это полдрагоценника. Но здесь Это- тоже. Конечно, она будет. Вот смотрите, это вот после огранки, здесь тут тоже полированный, а сам камень, вот он как выглядит. Вы даже можете его повстречать в земле и не поймете, что это и настоящий драгоценный... это полудрагоценный. Полдрагоценный. Это очень дешевле бывает, это недорогие. Ну, все равно красиво камень. Где-то Вот вот этот еще, потом- это тоже такой, да, вот камень? Не, это я вам покажу. Смотрите, вот тоже такая вроде как стекляшка может, Обычный, да? как да, валяться. Мы вид. подумаем, что это стекло от бутылки, а на самом деле это... Уса аквамарин, это вот она камень. А вот как выглядит аквамарин. Это без огранка. Это без огранки, да. Можно его повстречать и подумать, что это просто стекляшка на улице. Помнишь, мы такие вроде и встречали стекляшки. Вот, видите, как камни выглядят без огранки. Это вот это камень. Мгм. Видишь, это без огранка, это Это- дымчатый. Они все полудрагоценные. Это Дымчатый кварц. дымчатый кварц. Еще называется рак топаз. Вот они все, вот потом получается вот красиво. Свет, вот светлее, темнее. Когда огранка... Она тоже полудрагоценный камень, это нормально. А такой у тебя нету в камне? Там Такого такой, нет, такой там здесь нет. Она Нет. бывает, это российский. Это была бы индийский, я вам индийский покажу, как она будет. Вот это, вот он. Вот это, как это называется, еще это розовый кварц. Розовый кварц. Розовый кварц, она полудрагоценный, все это будет. А вот что такие вот трещинки? Это наоборот придает как бы красиво и дороговизну камню придает? Или это... Это полудрагоценные. Это Они все, это вообще дешевле камни. это но- поэтому и получаются трещинки в них, да? Да, но это решено, вот бывает, вот рак топаз, если хороший качественный, вот он. Вот этот, да? Вот, еще лучше. Ага. Видишь, какой он. Все равно полудрагоценный камень. Лазурит. Лазурит. Это тоже полудрагоценный камень. Это вот
Самая интересная штука здесь, вот, я говорю, опал. Опал такие крупные, очень интересно. Мягко камень, ну, очень интересно. И Вот это вот камень, как она приливает, сколько приливает, так ценится. И потом размер, больше, меньше. Вот это примерно 50 карат здесь. Но она мало приливает. Да, вот этот больше даже переливается, чем тот. Еще они потом бывают, как откуда он. Откуда? Бывает же камни везде. Это называется Мексикан, Австралия. Мексика. Австралия считается самой. Потом бывает Эфиопия. Она Эфиопия. играет хорошая, но стоит чуть-чуть меньше. Все равно опал это интересный камень. А вот всех интересует это, что в основном лучшие друзья девушек это бриллианты, да? А у тебя есть, чтобы показать? Бриллиант, самая интересная штука, вот целая штука, она вот голубой бриллиант и капельки, целая штука, она интересна. Угу. И сколько вот такой Это стоит? она стоит, это $900. Это изделие уже. Изделие. Вот. Там А 585 проба. А сам камень где-то долларов 800 стоил, да? Камень стоит там $700. Вот только вот эта штука целая. Угу. Это интересно, по карату он почти. Вот потом вот самая интересная штука еще здесь. Вот она индийские кольца, там 0,70 карат, принцесс называется, квадрат. Вот здесь я продаю вот это здесь $250 кольца. Она должен быть 3 раза дороже. Здесь золото минимально, но камень-то маленький, вот они такие вот сделаны. Друзья, кольцо с бриллиантом здесь будет стоить где-то от $200-250. И самая важная деталь, которая будет всех интересует, так же как и нас. Проезд через границу, таможню. Ну, вопросов нету. Или ты выписываешь какой-то чек, ну, какая-то квитанция, да, чтобы можно было пройти и никаких вопросов нет. Проблема нет, если 1-2 кольца, проблемы нет. Проблема бывает, когда 50 кольца, 100 объем. кольца. Ну, а так ты же какую-то бумажку чек даешь, да? Конечно, да? сертификат буквально там бывает. И сертификат даже есть, конечно, да? Потому что я знаю, что на камне есть сертификаты. Сертификат, конечно, они без сертификата не понимают. Когда полудрагоценные камни, сертификат не. Когда драгоценные камни, конечно, надо буквально сертификат. Она будет российский сертификат мой, она, который вот это сделал, уже вот там проба какой золото, камень какой, это мы все, это российский. Люди отсюда люди привозят, и там специальный сертификат, это не мое, это российский. Ну, а ты такой же тоже делаешь, да? Это я могу индийский. Я вижу блеск в твоих глазах. Вот это Смотрите, Катя, потом не будет. Это вот она понравится что-то другое там. Катя снимала видео и нашла кольцо для себя. И посмотрите, она от него не отходит. Саня, скажи, сколько цена будет этого вот кольца стоить? Это я, если туристам я здесь продаю, $350. $350. Вот такое кольцо будет, а вам обойдется 350. Здесь это сапфир? Это сапфир, хороший, качественный, и алмаз, там бриллиант. 7 бриллиантов. 7 вот. бриллиант и 585 проба. Да, вот и золото вот. 585 пробы. Супер. И оно мне идет. Да, правда? так что... Идет. Она красивая штука. Что-то не нравится мне твой взгляд. Пойду домой. Я просто знал, что просто так вот не получится снять видео, да? Ты сними, ты покажи, просто все Я будут в показываю шоке твои эмоции. от этого вот Да, видео. ребята, вы- очень красиво. вы понимаете, всё. когда и вот вы очень видите- классная Потом уже работа. еще вот это надо, еще вот это отдельный бриллиант, это понятно. Это бывает, потом всякие камни, здесь замрут, Вот здесь изумруды. сапфир, здесь рубин, вот. Вот Это изумруд. вот интересно, вот это. А вот это то, что это Россия, да, топаз. любит? Да. Это топаз, хороший свет и там Тёмный, белое хорошо. золото и крошка бриллиант. И вот такое сколько стоит? Она стоит $600 кольца. Там золота много. Камень золото. полудрагоценный, ну хороший, качественный, самый супер. Но там белое золото еще. Белое золото дороже, чем. Белое золото. 50. $600. Вот это стоит $450 кольца. 580 проба, замруд, хороший свет И бриллиант. и бриллиант. я вижу. Бриллиант, точно, золото только бриллиант будет. Вот
танзанит, маленький, белом золото, она стоит $250 белом золото. И это крошка бриллиант. Это рубин 585 проба и крошка бриллиант. Стоит $500 кольца. Ребята, вы видите? Это я для клиента продаю. Она... Вот, ребята, вы видите, что вот какие цены, это реально цены, можно сказать, смешные. Я координаты оставлю Александра. Еще можете связаться со мной через YouTube, электронную почту. Я все подскажу, расскажу и помогу, если что, с приобретением колец. Все очень стильно, все очень аккуратно сделано. Да, ручной работы, она... Ручная работа. Больше вот это ничего не будет. Нигде нету. Она очень драгоценная вещь, эксклюзив. Камнями начал заниматься твой отец, да? Это отец уже примерно больше, чем 45 лет. Я сам 18 лет работал. Есть магазин 3-4 вот здесь, потом есть Джайпур, Мумбай, есть хорошие, мы все, я же говорю вам, мы камнями сами гранка делаем. Сами покупаем только камни целые, без огранка, сами гранка делаем специально, как мы нужен, как надо. Это мы умеем. И поэтому, ребята, держится вот такая цена. Да, если этому нигде не цена такое будет, потому что мы сами гранка делаем, сами делаем. Это очень интересно. Поэтому вот такие цена, я здесь сам хозяин, сам гранка делает, сам украшения делает. Этому очень хорошая цена и качество супер. Ребята, если вам нужны вот такие вот ювелирные украшения, вы можете связаться с нами, или же я оставлю координаты Александра, где это находится, если вы будете в Индии. Если вы не в Индии, в России, можете связаться с нами, мы поможем с приобретением колец, ювелирных изделий и камней. Ребята, вот я с Александром поговорил. Те люди, туристы, кто находится в Гоа, неважно, северная Гоа, южная Гоа, любая точка Гоа, Александр просто-напросто, он может подъехать в любую точку, показать вам камни. Если вам что-то понравилось и вам надо эксклюзивная вещь, которую нужно самим изготовить, то он принимает заказ, и в течение 2, максимум 3 дней он изготавливает это изделие с любых камней, с любого золота, серебра, что вы пожелаете. Так что, кто в Индии, можете обращаться, и мы поможем вам с приобретением драгоценных, полудрагоценных камней из Индии. Ланканский, ну интересно. Бисагрейт, бывает грейт. Это бисагрейт, как есть натурал, так есть. А для чего греют их? Сапфир идет, свет меняет. Когда идет камень бывает натуральный, и потом его греет. Оставит там 3 месяца, оставит камни, его греет, он потом чуть-чуть красиво и цвет меняет. Меняет цвет. Цвет меняет. Лучше красиво. Да? Ну, камни бывает натурал. Ну, только его оставит 6 месяцев греть. Потом он чуть-чуть красиво получается. Она так не стоит. Как натуральный камень, как и есть настоящий красиво. Вот она. Вот это вот это настоящий свет с сапфиром. Не греет, ничего. Там как есть, так есть. Только гранка делает. Тогда первые камни вытащить, потом переделать. Это потому что мягко камень. И бриллиант, сапфир, проблема нет. Это же крепко камень. Бриллиант, проблема, его можно ну делать. Вот оно же мне зеркало будет, крошка, бриллиант так будет стоит. Понимаешь? Ну вот оно же мне большеватое, да, немножко? Конечно, это ты думаешь, если все равно. Я любой размер, я вот померю размер тебя и буду. А как можно вот узнать, какой мне размер надо вот этого кольца? И еще руки здесь отекают, дома все равно будет меньше. Ой, оно большое мне. Ну вот это вот хорошее вроде бы, да? Размер. Ты какой? 16? 16 с половиной. 15,5. Это 17. Это 17 с половиной. Один размер все равно меньше надо делать. Испугалась. А как оно получается? Оно нагревается, да, и вы потом... Ты будешь сам посмотреть, да? Там будет стоит, будет вот мой... Я уже кольцо купила, уже размер сам делала, вот прям где я сама стою. Делала, да? Ты прям сидишь,
будет посмотреть, что Ну, там. значит, получается, вот это мне надо. Это что, надо так, правда говорит, вот я уже купила кольца, и размер там надо. Сама вот, сделала. Вот вы уже ездили, уже кольца делала, уже потом покажете, жена, вот как красиво подарок делал. Еще размер сам делал. Интересная штука будет. Кто будет так делать для жены? Сам ездил, сам размер делал для жены аккуратнее. Да, можно сказать, своими руками кольцо сделал. Сапфир и Это- бриллиант. Семь А бриллиантов. если девушка носит бриллиант, то что ты говорил, то она будет Они счастливой? сошли. Всегда бриллиант кому есть, говорят, это сошливое. Значит, счастливая. Видите, Счастливая. у кого Они бриллиант, живет тот счастливо. счастливый. И Конечно. живет счастливой жизнью. Счастливой жизни бывает. А Как- сапфир что значит? Сафир, он тоже будет помогать, но он это иногда бывает плохо, иногда, если кому получается, будет хороший всего. Если нет, тогда все плохо будет. Это такой камень сафир. Такой, да. Нилам, индийский нилам говорят. Кому идет, кому вообще не идет. Это надо посмотреть, идет Мгм. или не идет для жизни. Что чувствует? Чувствует хорошее, когда носит сафир, рука, что чувствует, хорошее или нет. Если чувствует не хорошее, тогда это не надо носить, вообще не надо. Если чувствует хорошо, даже это твое камень. Это А у сафир. тебя получается... У меня вообще- замруд. Замруд это... А изумруд для мужчин Замруд тоже, это да? муж нет, это читаем сердце. Сердце хорошее, крепкое сердце. Которые боятся сердца, боятся. Сердце, который самолет сидит, не боятся. Ага. Ему надо Страх замруд. этот изумруд. Ему надо замруд. Носит, потом Какой, подскажи, такой вот мужской камень? мужской камень, только рубин и сафир. Сафир. Рубин и сапфир. Потом бывает, вот у меня есть еще один желтый сафир. Это для деньгами. Ну, а у Это меня... для денег, У меня, да, а у вот меня, как это называется? А у Оникс, оникс. Оникс это полудрагоценный камень. Полудрагоценный, Очень. да? Так вот оникс стакан у меня. Да. Оникс зеленый. Черный еще бывает. Ну, Вот, вот у меня черный. вот черный оникс. Нет. Ну, я почитал по гороскопу, мне надо оникс, черный оникс. Черный оникс вот тебе. Ну, у меня есть, у меня просто тут палец. Вот черный оникс. Вот это черный бриллиант, ребята. Для мужской буду вот. Для мужской 1,5 карат. Он стоит недорого. $150 карат. А с той стороной перевернулся, да? Угу. Ну, может, его сюда положить? $1,5 Нет, $150 $150 карат. А сейчас, друзья, мы с вами отправимся в мастерскую, где Александр делает огранку, делает из камней, Такую из вот простых красоту. камней, да, драгоценные камни. И, соответственно, будем Катина кольцо тоже уменьшать, которое ей понравилось. Так что поехали.